Здравствуйте, с вами Вивьена. И я хочу, знаете, о чем поговорить сегодня? Первое, я хочу поговорить о всяких предсказаниях. Есть много каналов, которые приглашают предсказателей, что будет дальше это с этой страной, с этой, какие там прилеты, отлеты, еще что-то, что будет в будущем. Вот знаете, вот на этом 1000% правду не скажут. Это очень краткосрочное. Бывает, что на 3 года, ну да. Но когда ведущие говорят, вот там карта показала то шестерка, то туз, то колесница. Запомните, вот те, кто ведущие, те, кто подключаются к потоку, вот я подключаюсь к потоку. И сказать, например, как я говорю, например, какие-то предсказания, они действительно сбываются, никто вам не скажет. Ну, в общем, мы не понимаем. Оно раз, и идет информация. А потом мы берем карты. Потому что это нравится вам, и мы, конечно, делаем это все для вас. Точно так же и кофе мы смотрим, и чечевицу, и камушки, и бросают кубики, потому что людям нравится зрелище. И я хочу сказать именно про то, что по всяких предсказателей и каналах там много просмотров, люди смотрят. А это хрени-мени, бубени. Когда мы делаем вам расклад, какая радость вас ждет, что такое, то есть простое, оно действительно Вселенная почти всегда дает где-то 85-90% результата. Когда мы смотрим на будущее, от которого зависит планета, то хроники Акаши всегда нам говорят поток. Вот хроники Акаши – это информационное поле Земли. Оно говорит нам всегда, как будут действовать люди, то и произойдет. Вот сейчас были совершены, и я предсказывала, что и в мае будет такой вот сильный переход, а сделаны были ошибки в руководстве и одних, и других. И пошло не в ту сторону. И разные, вот. И потом опять были страхи, и были мучения у людей и с той, и с другой стороны. Но я не хочу о политике. Как люди говорят, политика – это не политика, это наша жизнь. Когда вдруг прилетает и бомбахнет, или когда происходит какое-то страшное природный катаклизм, который произошел в стране, в которой я живу, в курортной зоне, где отдыхали люди, в горах, этот сель и до сих пор не могут найти. Сейчас передают, что 6 человек погибло, а сколько не могут найти друг друга. Люди поехали туда в горы искать, но вы знаете, что такое сель. Если человек попал в этот водоворот, то там уже ничего не найдешь. Я хочу с вами сегодня посмотреть и сказать вам, то есть я приглашаю вас на свои сеансы. Я делаю и регрессию, делаю классически. Да, я, может быть, себя рекламирую сейчас. Это ваше дело. И вот у меня сегодня такой вид, кто говорит, она там все делает себе ботоксы, мотоксы. Вот я сейчас после моря, у меня мокрая голова. У меня ничего нету, никаких кремов, ничего. Крем только вот, чтобы кожа не сохла. Все. Вот такая я есть. Если кому-то интересно, сколько мне лет, то, пожалуйста, зайдите в интернет, и вы узнаете, сколько мне лет. Истинно. А теперь я хочу с вами посмотреть, какие счастливые события ждут вас. И самое главное, что я могу вам сказать, научитесь радоваться тому, что есть. Научитесь просыпаться, и тогда ваша жизнь вот на 180 градусов перевернется в лучшую сторону к свету. Просыпайтесь и говорите, как мне нравится, я проснулась. Как мне нравится, что за окном дождь. Как мне нравится, что за окном снег. Как мне нравится, я говорю всегда, как мне нравится, что со мной живут мои любимые кошки. Как мне нравится, что моя клякса после операции повторной, потому что те хирурги сделали ошибку и, в общем-то, не захотели в ней признаться. Но неважно. Все может быть в жизни. Просто не надо делать операции и делать что-то для других, когда у вас происходят очень странные семейные неурядицы или конфликты, потому что это будут ошибки. Я ни на кого не злюсь, никого не обвиняю. Вот кляксочка уже 4-й день после операции, после грыж. Оказалось 2 грыжи, а не только одна. Вот кляксочка выздоравливает.
потихоньку. И хочу вам сказать, научитесь вот это радоваться. Научитесь говорить и делать поступки радостные. Не просто, что вас просят. Не лезь куда-то. Например, делайте просад. Ну, называется на Востоке просад. Подарок тому, кого вы не знаете. Собрали продукты, купили какие-то продукты, посмотрели у себя в морозилках, у многих какие-то котлеты валяются, пельмени лежат, уже есть вы не будете. А кому-то это очень важно, это хорошие продукты. Просто они лежат у вас долго в заморозке. Все сложили в пакет, в красивый. Может, еще что-то докупили в магазине и поставили где-то на скамейку, где ходят люди. И заберет именно тот, кому нужно покушать. А знаете, голодных сейчас во всех странах очень много. Делайте что-то хорошее, ходите по улице и улыбайтесь, и говорите людям комплименты. Вы видите женщину красивую? Неважно, на каком языке, поймет она вас или нет, она поймет, что вы улыбаетесь. Вы скажете, какая вы красивая. И сколько бы вам ни было лет, вы такая красивая. И она вам улыбнется, или она растеряется, и может скажет спасибо, или просто растеряется. И у нее будет улыбка, и это будет ответный свет. Прекратите мстить, прекратите злиться. Прекратите злиться, даже если у вас, я знаю, что такое родители-тираны. Прекратите на них злиться, не несите с ними зло. Тираны повернулись, чемодан собрали, открыли дверь, уезжайте. И не надо говорить, я не могу бросить свою старую мать, она меня так допекла. Не хотите, вам нравится быть рабом. Она рабовладелец. Вам нравится, когда вас терзают, тогда не жалуйтесь. Ну и тогда вот что. И почему появляются болезни? Это все тоже от этого. Когда мы совершаем какие-то грязные поступки, мы некоторые даже не замечаем некоторых поступков. Где-то мы кого-то обозвали в магазине, кто-то мне наступил на какую-то мозоль. Это все грязные поступки в смысле Вселенной. И если мы начинаем делать что-то такое доброе, не лезть в души людей, а просто, вот я говорю, просто, неизвестно кому, тогда вдруг проходят болезни, начинается очень хорошее самочувствие. Я уже долго говорю, и у нас очень мало времени, чтобы я загрузила видео. Я скажу, какое счастье вас ждет скоро-скоро. Вас ждет огромная сила. Как только вы будете говорить, я очень сильная, красивая, замечательная, и эта сила идет женская. Что еще вас ждет? Ну, то если мужчина, то просто... Но у кого-то пополнение семейства, и вы действительно станете императрицей. Это счастье. Вы поймете, что вы тот человек на земле, который дает земле это плодородие. И какое счастье еще вас ждет? У кого-то может пополнение. Ну а кто-то, кто хочет встретить мужчину, если мужчина смотрит, то вы поймете, что вы еще тот герой. А если вы женщина, и вам попалась такая карта, то к вам идет любовь, отношения, которые порадуют вашу жизнь. С вами была Вивьена. Пока-пока. Подписывайтесь на Телеграм, ставьте лайки и сердечки.